История произошла в Москве в 1984 году, и началась она необычно и нехорошо. В тот день милиционеры гнались по парку Лосиный остров за уголовником по фамилии Богульчак. Милиционеры выдохлись, уже казалось, что не догонят. И вдруг Богульчак сам вышел навстречу к ним. На его руках был ребенок, а на куртке следы крови. Он не успел сказать и слова, как один из стражей порядка в ярости выхватил пистолет. Выстрел! Уголовник тяжело осел на землю, до последнего стараясь не уронить ребенка. Богульчак погиб на месте, а ребенка подхватили милиционеры. Это оказался мальчик лет 5. Он был без сознания. Только теперь милиционеры заметили, что мальчик был ранен, но повреждения не свежие. Приехала скорая и следственно-оперативная группа. Мальчика увезли в больницу, а эксперты обследовали местность и подтвердили то, что уже было ясно: Богульчак не нападал на ребенка, он нашел его в лесу, не смог бросить на произвол судьбы, подхватил на руки и пошел к милиционерам за помощью. Вместо своей свободы он выбрал спасение ребенка. В пылу погони милиционеры не разобрались и открыли огонь. Пока врачи отчаянно боролись за жизнь мальчика, правоохранители пытались разобраться в том, что произошло и как маленький ребенок оказался в лесу один и раненый. Ранен он был не случайно, а умышленно. Удары чем-то тяжелым. Вскоре нашли чем, неподалеку обнаружили молоток с отломанной ручкой. Кто мог такое сделать? От места происшествия до ближайших домов было совсем небольшое расстояние. Милиционеры приступили к обходу этих жилых массивов, пытаясь выяснить личность мальчика и ищут ли его родители. Однако местные жители ничего не знали, да и в милицию насчет пропавшего ребенка так никто и не обратился. Сотрудники милиции решили расширить зону поиска в самом парке, вдруг найдутся какие-то следы мальчика или преступника. В столичный регион пришло тепло, снег таял и попытка казалась безнадежной, но удача была на стороне правоохранителей. Вскоре они обнаружили то, что могло помочь в расследовании: отломанную рукоятку от молотка, того самого, что нашли ранее. На ней не было отпечатков пальцев, но зато был выжжен инвентарный номер. Оставалось провести кропотливую работу, разыскать то предприятие, к которому относился данный молоток. Зацепка, на отработку которой необходимо время. Пока шло расследование эпизода с мальчиком, прошло несколько дней. И вот, в милицию Бабушкинского района поступил вызов: на одну из квартир совершено нападение. Приехавшие сотрудники милиции застали неприятную картину: в квартире явно не один день находились тела 3 человек. Установить личности оказалось несложно: Наталья Киреева, ее муж Владимир и их пожилой родственник, ветеран ВАВ Аркадий Киреев. А в милицию позвонила мать Владимира, Алла Киреева. Она вернулась из подмосковного пансионата и обнаружила произошедшее. Криминалисты сделали вывод: преступники действовали с помощью ножа и молотка. Но мотив? В квартире царил беспорядок, намекавший на грабеж, но лишить жизни целую семью ради пары украшений и небольшой суммы денег неправдоподобно. При осмотре квартиры внимание одного из сыщиков привлекла фотография ребенка. Он взял ее в руки и застыл: это тот мальчик, найденный в парке. Теперь стало известно его имя: Коля Киреев. И стало понятно, почему никто не заявил о его исчезновении. Почти вся его семья погибла, а бабушка находилась на отдыхе. Не было сомнения в том, что эти дела нужно объединять, ведь преступник или преступники явно одни и те же. Эксперты установили время гибели Киреевых, и это породило новую загадку. Получалось, что сначала напали на самого старшего, Аркадия Киреева, и лишь через несколько часов на Наталью и Владимира. Как такое могло произойти? Сыщики терялись в догадках. И как оказался в парке маленький Коля? На этот вопрос ответ мог дать сам Коля, только что пришедший в себя в больнице. Правоохранители поспешили к нему, но их ждало разочарование: Коля вообще не помнил тот день, и была велика вероятность, что его мозг пострадал и он останется инвалидом. Увы, чудо не произошло, и сыщикам придется докапываться до истины самостоятельно. Допросили Аллу Кирееву, бабушку Коли, которая и вызвала милицию. Она уверяла, что у семьи не было врагов, да и ценностей тоже. По ее мнению, единственный возможный мотив преступления только один: это сделал психически нездоровый человек. Сыщики подметили, что Алла нервничает и суетится. С одной стороны, она потеряла семью и ее эмоции были понятны. А с другой, на всякий случай, проверили ее алиби, оно подтвердилось: Алла действительно находилась в пансионате.
В это время наконец-то нашлось предприятие, которому был приписан найденный молоток с отломанной ручкой. Это оказался один из учебно-производственных комбинатов. Именно там признали молоток, который исчез некоторое время назад. Вряд ли кто-то из чужих похитил молоток, и вряд ли это был студент, поэтому решили отрабатывать преподавателей. Внимание правоохранителей привлек некий Антон Водопьянов. По мнению коллег, он стал в последнее время каким-то нервным и боязливым, а одному из приятелей, за бутылкой водки, сказал, что заслуживает того, чтобы его поставили к стенке. Неожиданное признание для законопослушного человека. Было решено опросить соседей Водопьянова, и вот тут случилось интересное. Когда сыщик выходил из подъезда дома, где жил Водопьянов, то внезапно столкнулся с Аллой Киреевой. Та побледнела, пробормотала, что опаздывает, и быстро пошла прочь. Киреева жила совсем по другому адресу. Вот и связь. Теперь поговорили и с коллегами Аллы Киреевой по месту ее работы, и узнали кое-что интересное. Алла в последнее время изменилась, стала вдруг много времени уделять внешнему виду и одежде. Складывалось впечатление, что у нее появился ухажер. Может, это и есть Антон Водопьянов? Али было 52 года, а Антону лет на 10 меньше. Вполне возможно. Сыщики приняли решение, Водопьянова необходимо задержать. Однако дома его не оказалось. Не оказалось и на работе. Киреева его предупредила, и он скрылся. Не оказалось дома и самой Киреевой. Правоохранители предположили, парочка почуяла, что следствие к ним подбирается, и ударилась в бега. Но все оказалось банальнее. Вскоре патрульные милиционеры задержали Водопьянова в Лосином острове. Их внимание привлекло, что мужчина пытался столкнуть в воду что-то, завернутое в ковер. В ковре оказалось тело Аллы Киреевой, а задержанный Водопьянов на допросе сразу же признался во всем и рассказал историю, от которой опешили даже бывалые сотрудники милиции. Алла Киреева была не в восторге, когда ее сын Владимир привел в их двухкомнатную квартиру новую жену Наталью, у которой уже был сын Коля. Жили все как кошка с собакой. Больше всех страдал маленький Коля, он не был нужен своей матери, его так и не принял отчим, а приемная бабушка и вовсе не могла его терпеть. Особенно, когда он называл ее бабушкой. Алла не хотела стареть, всячески молодилась, а тут бабушка. А потом Алла встретила Антона Водопьянова, и закружилась шальная любовь. Алла не верила своему счастью. Им хотелось жить вместе, но где? В квартире Аллы и так места нет, да и Антон жил с родственниками. И потихоньку в голове Аллы начала зреть зловещая мысль. Нужно освободить квартиру от чужих ей людей. Она что, не заслуживает счастья жить с любимым человеком, а не с женой сына и надоедливым мальчишкой? Если избавиться от Коли, то может на этой почве и Владимир расстанется с Натальей. В любом случае, можно будет и от нее как-нибудь отделаться. И вот однажды пришло время действовать. Она выбрала момент, когда Натальи и Владимира не было дома, и пошла с Колей погулять в парк. Мальчик радовался, что всегда недовольная бабушка наконец-то уделяет ему время. Он радостно бегал, не замечая ничего вокруг. Не заметил он и как бабушка достала молоток из сумки. Сделав свое черное дело, она не ожидала, что старая рукоятка отломится и молоток улетит в снег. Искать его рядом с мальчиком было опасно, и она поспешила скрыться, по дороге выбросив рукоятку. И это была еще одна ошибка, и сам молоток и рукоятку сыщики нашли. Надо отметить ее иезуитскую хитрость. Молоток она взяла из квартиры Антона, и не просто так, а с умыслом вовлечь своего кавалера в преступление и связать их навеки. Прибежав домой, Алла Киреева начала быстро собираться, чтобы уехать в санаторий и обеспечить себе алиби. Вот только пожилой свекор Аркадий заметил на ее одежде кровь и потребовал объяснений. Алла запаниковала, схватила другой молоток. Безобидная женщина в один день превратилась в злобную фурию. После этого она позвонила Антону и рассказала обо всем. Тот прибежал к ней, и вместе они начали переворачивать в квартире все вверх дном, инсценируя ограбление. Но тут ключ в замке щелкнул, это вернулись домой Наталья и Владимир. Теперь уже Водопьянов обезумел от паники и схватил нож. Дикая парочка покинули квартиру, и Алла уехала в пансионат, а Антон остался один на один с муками совести. Через несколько дней Алла вернулась и позвонила в милицию, тогда она и узнала, что Коля выжил. Она была вся на нервах, боялась, что он все расскажет. Но мальчик ничего не помнил.
Вот только сыщики все равно догадались обо всем, увидев Аллу у подъезда Водопьяного. И тогда Алла прибежала к Антону в панике, понимая, что их вот-вот арестуют. Антон не придумал ничего лучше, как лишить жизни Аллу, но не успел избавиться от тела. Вот такая любовь. Антон Водопьянов был приговорен к высшей мере наказания, а Коля Киреев вскоре пошел на поправку и через год, к удивлению врачей, полностью восстановился. Что же, может это и есть некая справедливость в жизни?